Я приветствую всех, кто заглянул на канал Таро Инспирационы и, конечно, моих дорогих, любимых подписчиков, которые смотрят мои видео. Таро расклад, гадание онлайн, поворот судьбы. Никогда, как раньше. Что произойдет в ближайшее время? Что произойдет в ближайшие 3 месяца? Давайте с вами рассмотрим на картах. И это видео подойдет скорее для тех, кто, может быть, сейчас находится в той ситуации, когда вокруг вас происходят события. Вы не планировали каких-то перемен, но теперь понимаете, что, может быть, я и не хотела бы, или не хотел, но в моей жизни происходит уже что-то, что заставляет меня менять взгляды на жизнь, менять себя, менять, может быть, организацию своей жизни. Или когда вы инициируете эти перемены, потому что какая-то история, она затянулась сверх всякой меры. А для кого-то это, возможно, ваши задумки, но вы никак не можете начать что-то, приступить. Перемен, может быть, и просит ваша душа, но по какой-то причине вы их все время откладываете. Вот давайте мы с вами рассмотрим, как видят карты, вот этот поворотный момент судьбы. Что же это для вас? И вначале мы выполним сигнификацию, чтобы вы могли оценить правильно, насколько это видео подходит вам, насколько это откликается вашей душе. Итак, кто вы? Или какая ситуация у вас на данный момент сложилась? У кого-то это могла быть любовная история, паж кубков или паж воды. Это прекрасная карта, когда о чувствительности нам говорят, о подарках, о признаниях, о том, что появился, возможно, новый человек в вашем жизни, новое знакомство. Эта карта не говорит о продолжительности отношений. У кого-то действительно через личную жизнь происходят перемены. Может быть, это вы хотите этих перемен, когда уже прежняя какая-то история, вы понимаете, она подошла к концу. Для кого-то из вас вопросы, связанные с детьми, правда? Или вы хотите вообще в корне изменить свою жизнь, вот особенно для тех, наверное, кто только планирует, но мысленно представляет, как бы было хорошо, если бы, правда, я сделала первый шаг. И как бы это изменило мое качество жизни, мое настроение, может быть, даже. Насколько я бы себя хорошо чувствовал или чувствовала. Ну вот, правда, отказаться от какого-то стереотипа достаточно сложно. И есть в то же время, помимо чувств, и еще и какие-то материальные вопросы. Давайте, что же сейчас у вас происходит? Для кого-то конкретно есть и человек, это у нас король жезлов. Но это харизматичный лидер, по этой карте больше именно харизматика проходит. Или желание быть с конкретным человеком. У кого-то основным мотивом будет именно перемена в личной жизни. Или вы уже встретили нового человека, или какая-то история у вас складывалась до этого времени. Есть желание быть вместе, это правда. А для тех, кто один или одна, я хочу как раз встретить такого человека. И вот это предчувствие любви. Вот есть такая фраза, когда я не могу или я уже не хочу быть одному или одной. И знаете, по этим картам могут проиграться и те отношения, которые все же всего 2 карты, которые пока не предопределены, или еще вы не совершили важные разговоры. Повторюсь, потому что паж кубков есть эмоции, или есть то, что соединяет, то, что вас радует, наполняет радостью или оптимизмом. Но по королю жезлов нет пока еще какой-то ответственности, меры ответственности. Поэтому харизматика есть, как мы сказали, желание быть вместе, есть, безусловно, вдохновение. Но как это переложить на материальную какую-то основу нашей жизни, на благополучие? Пока никак. Давайте мы узнаем, что есть еще, но желание точно быть счастливой или счастливому. Мои дорогие, вот вас показывают, неважно, кто смотрит, девочки, девушки, женщины, мужчины. 9 воды – это всегда карта нашего достатка. Или это когда вы состоялись как личность. Вы можете себе, и даже я бы сказала, вам есть от чего оттолкнуться. Есть какая-то база, вот точно есть эта карта, которая говорит, что меня смотрят люди уже состоявшиеся, не те, которые делают пробные шаги, а когда у вас есть фундамент. Или, будем говорить, деньги есть. Есть то,
в нашем материальном земном мире, на что вы можете опереться. Это желание, это мечта и счастье. То есть свобода выбора. Когда вы понимаете, что да, я только хозяин или хозяйка собственной жизни, и вы можете себе позволить какие-то перемены. Вот буквально так по этой карте. Может быть, когда вы состоялись в работе, как специалист, профессионал, как эксперт, и самое время подумать о личной жизни у кого-то будет и так. Или, может быть, вы встретили, решая какие-то вопросы по труду, по занятости своей такого человека. Давайте посмотрим, что же еще нам про характеристику вашу. И нам выпадает человек, король мечей. Посмотрите, 2 короля. У кого-то, кто смотрит, правда, ситуация выбора между партнерами, когда один из людей, пусть у нас мужчины, но кто меня смотрит из мужчин, перекладывайте на себя ситуацию. То есть партнер, тот, который надежный вроде бы, и у кого-то пройдут, как любовный треугольник, или есть тот человек, который, ну, может быть, вы с ним создали семью, и у вас уже есть даже дети, но и есть другой человек, к которому вас очень тянет. С одной стороны, это какое-то равновесие, в чем-то четкость, понимание, ваша структура жизни вашей, она вам уже понятна, но вам хочется перемен. И иногда отсутствие взаимопонимания или когда продолжают люди даже в паре жить по привычке, а внутренне уже ничто не связывает, у кого-то и так может проиграться. И иногда эта карта может о чем говорить, что у вас уже сейчас, вот из тех, кто меня смотрит, прежняя история отношения с прежним партнером. Она в стадии, к примеру, развода или в стадии расставаний. Такое тоже может проиграться, когда ведь по королю мечей у нас иногда проходят судебные органы или чиновники высокие, или юристы, к которым мы обращаемся для того, чтобы закрыть какой-то вопрос, решить какой-либо вопрос. И уже у вас какой-то процесс уже запущен. Что же еще? Вообще нам тут пару показывают, правда, мои дорогие? И поэтому я четко могу сказать, что меня смотрят те люди, которые живут в паре. Или у тех, у кого есть отношения. Те отношения, которые либо не завершены, либо вы сейчас на данный момент еще супруги. Или, как я говорила, это период развода, когда вы, ну, только намечаете себе. Или, может быть, вы узнали, какая-то новость пришла иногда с пажом. Это могут быть такие новости, когда мы узнаем, что у нашего партнера есть кто-то еще. Вот у кого-то эта ситуация проиграется. И в данном случае карта харизматичного лидера, когда это вот неожиданно как-то. Вы видели своего супруга, супругу в каком-то одном свете и были уверены, что все стабильно. А вот узнаете какую-то новость, и для вас как весь мир переворачивается. Вы понимаете, что что-то нужно предпринять. И где-то вот эта стабильность, самодостаточность, она, с одной стороны, ущемлена, с другой стороны, вы понимаете, что, ну, я могу предпринять какие-то решения, потому что я чувствую себя сейчас сильным или сильной. Но пара, она определенно есть. Что же еще? И 4 воды нам говорит о разочаровании, об апатии. То есть есть отношения, четко. Но отношения утратили свою не только привлекательность, но больше вопросов, нежели ответов. И если раньше вы строили какие-то планы, как мы вместе, да, а теперь, скорее всего, вы понимаете, что я один или одна. Нет того единения души. И вот этот самый вопрос личной жизни вам нужно решать. Я могу предположить, мои дорогие, что те, кто смотрит мое видео, я не думала, что тут будет по части личной жизни, почему и название такое «Поворот судьбы». Не совсем про любовь, как бы планировала, а может быть и по финансам, по работе что-то будет раскрыто. Но здесь больше нам дают определение все же личная жизнь. Есть какой-то личностный тупик в отношениях, который нужно решать. Или это вы уже встретили партнера, либо ваш супруг или партнер, с которым вы, может быть, проживали, так тоже бывает. А у него новая пассия или у нее. И вам тоже приходится
Ну, менять как-то свою жизнь, менять и рассматривать другие какие-либо варианты или обустраивать, организовывать самого себя, саму себя в каком-то совершенно новом направлении. Давайте мы с вами посмотрим, как в ближайшее время, то есть насколько это подходит вам. Есть смысл смотреть или нет. Давайте мы посмотрим, какая обстановка сейчас вокруг вас. Вот такую карту. Чтобы, ну, больше раскрыть ситуацию, чтобы понимать, что же вас окружает, насколько сильна ваша позиция, чтобы осуществить ваши планы. Ваши планы вполне осуществимы. Тут сами по себе перемены. Это туз земли. И это то зерно, которое вы посадите, и будут прекрасные всходы. Это карта знаний, это карта самоуверенности и уверенности в жизни. И когда у нас получается осуществить какой-то проект, да, это возможности сами по себе. И, с другой стороны, готовность идти вперед. Нам не случайно туз пентаклей или туз земли, как ребенок изображен, который обхватил книгу, и нам придется учиться жить по-новому. Вот об этом говорит карта. Но при всем при том, радость переполняет уже. Вот это состояние души карта как раз и передает, что мы чем-то вдохновлены, и даже если какая-то ситуация по вашей личной жизни не совсем вписывается в ваши планы, как неожиданное известие, вы знаете, для кого-то из вас может даже проиграться, мои дорогие, так что я увидел или увидела своего партнера, партнершу с новым человеком, или произошли какие-то глубокие разговоры, когда вы узнаете об этом, и вам становится легче. У вас как руки развязаны. Вот для кого-то такое состояние. То есть нет сожаления, и, скорее всего, это те отношения, в которых, ну, все, что могло, оно уже состоялось. А вы намечаете себе переезд. Вот кто меня смотрит. Кто-то намечает переезд далеко, и вам для этого, может быть, нужно выучить язык или как-то организовать свою сферу занятости, чем я буду заниматься, как, где я буду работать, каким образом я адаптирую, может быть, свой бизнес или самую себя, свою профессию в новой обстановке. Когда мы переворачиваем страницу нашей жизни, мне нечего добавить. Кто меня смотрит, мои дорогие, это абсолютно точное решение, я иду вперед. Это уже то желание, которое оно выше вас уже стало. И, правда, перевернуть страницу как будто нужно. И есть надежды, есть, может быть, и сомнения какие-то. Но нет сомнений в одном. Я не хочу назад. Никогда, как раньше. Вот, правда, вот это сочетание карт. Что же еще вокруг вас? Ну, здесь можно расценивать так, что и с вашей стороны у кого-то проиграется как просто хорошее настроение, но есть и как группа поддержки, или есть тот человек, который вас может даже при этом переезде поддержать, или есть конкретный человек из ваших близких, который тоже вам готов оказать содействие. Я не могу сказать, что этот переезд совсем в какую-то пустоту, вакуум. Или это смена работы, или смена вообще направления вашей жизни. И тройка земли нам говорят о чем? Пусть не в этой колоде, это карта сдачи экзамена. У кого-то буквально это вы получаете, помимо личной какой-то истории, мои дорогие, тут еще и вы, может быть, заканчиваете курсы, или вы освоили новую профессию, или вы развили свой бизнес, ремесло, творчество, или, может быть, у вас ваша профессия, она сама по себе, как ремесло. Может быть, вы стрижете людей, или кто-то ремонтирует автомобили. И в любой стране мира вы не останетесь без работы, это точно, и без куска хлеба. И поэтому вам легко будет адаптироваться. Я говорю, к примеру, потому что здесь еще по тройке земли, это еще жизненный экзамен, это момент перехода между прошлым и будущим. Правда, кто меня смотрит? Вот какой-то такой судьбоносный период. Что же еще? Ну, тут буквально еще туз кубков вас переполняют. Вы как будто уже живете в новом пространстве, мои дорогие. Тут вот эта колода, она называется колода опеки ангелов. И тут действительно, как вам ангелы советуют, охраняют, меняй свою жизнь. Не раздумывай. И промедление как будто тебя просто может лишний раз окунуть в какие-то негативные эмоции или застопорить твое продвижение. Вот я бы даже сказала так. Ведь по тузу
кубков или по тузу воды – это приятные эмоции, это взаимодействие, это эмпатия, это интуиция, но это и возможности, безусловно. Да, тут самое время что-то для себя менять. И я могу сказать, оба ряда карт нам говорят о том, что вы движетесь в правильном направлении. Для вас это совершенно необходимо. И все, как вы задумали, вы видите правильно. Хорошо, тогда раз так. Я думала, мало ли какой-то негатив. А тут какой негатив? Тут прямо нам полный вперед карты говорят. Хорошо, тогда давайте мы с вами достанем карты. Если мы говорим о судьбоносном повороте или повороте судьбы, вот загадайте, как вы видите последующее развитие событий. Или что вы собираетесь предпринять. А мы спросим у карт, как же в последующем, как изменится ваша жизнь. Что произойдет? Что произойдет в ближайшее время с вами? Вы получите документы, вы получите, вот по пажу земли, это, знаете, наш марафонский забег где-то лет на 10-20. Да, это начальный этап. Но, посмотрите, человек буквально радуется, потому что получил известие. У кого-то эта карта будет говорить еще о том, что вы ожидаете как гонорар или крупную сумму, или крупная сумма от продажи недвижимости. Но вы можете действительно совершить тот старт в будущее. Это карта радости. И когда мы готовы и учиться новому, и с другой стороны, когда момент вашей судьбы подошел к тому, чтобы вы перешли на новый уровень. Нам об этом говорит уже не одна карта. Ну, тут нечего добавить. Для кого-то из вас смена работы, еще, может быть, смена профессии, вот так проходит. Или вы ждете какой-то подтверждающий документ, и вы уже на чемоданах, и тогда вы его, скорее всего, получите. Какие же еще события произойдут с вами? Из разряда того, что вы хотите осуществить. И у нас, посмотрите, это всадник жезлов так выглядит, и рыцарь жезлов точнее. Так вот, по этой карте это, с одной стороны, неожиданность, с другой стороны, когда мы набираем темп, это когда вы уверены в собственных планах, уверены в себе, и когда у вас действительно что-то получается. С другой стороны, в чем ваша сильная будет позиция? Вы настолько, вам какая-то заскорузлая ситуация надоела, что вы уже готовы внутренне к тому, что да, мне придется пройти какой-то участок пути, и, может быть, мне будет отчасти непросто. Может быть, я столкнусь с какими-то обстоятельствами совершенно неожиданными или непреодолимой силы, но все равно я к этому готов или готова. Что же еще, как изменится ваша жизнь, что произойдет в ближайшее время? Вот нечего добавить, правда, карта силы. Мои дорогие девочки, вот даже для вас, ведь все же это больше энергетика женская, это вы можете быть кому-то интересны, еще помимо всего прочего. И у кого-то проигрывается. Я ухожу из прежних отношений в новые, правда? И здесь внимание к вашей персоне какого-то человека может проигрываться. И желание страстное быть рядом с вами. Вот у кого-то и так. А вообще по карте силы нет ничего невозможного. Но если мы рядом сказали неожиданности, да у вас получится любой проект. Или преодолеть какие-то неожиданности, преодолеть начальные трудности, пока вы организуете свою жизнь, может быть, в новом месте, или в новом ракурсе, или в новом направлении, или для кого-то из вас, осваивая новую специальность. Ну, правда, нет ничего невозможного. Есть такая фраза, я ее однажды услышала от верующего, глубоко верующего человека, который сказал: «У Бога все готово». И правда, в нашей жизни происходят такие порой изменения, когда наступает пункт какой-то, когда мы понимаем, что нет возврата назад. Когда мы понимаем, что нам вот отсюда нужно обязательно что-то изменить. И тогда, как пространство перед нами открывает. Нужные двери, нужные люди встречаются. И вот здесь решимость вот эта. Она действительно в тот момент, когда это не сделать необходимо. Что же еще произойдет? Тут, по сути дела, реализация ваших проектов. Вот что происходит. И я не могу сказать, что вы один или одна. Здесь еще раз нам выпадает королева воды, но именно эта карта говорит о человеке любящем. О том человеке, который готов прийти на выручку, на помощь, который поддержать готов.
о том, что человек чувствительный. И, ну, знаете, когда не просто даже эмпатия, а когда есть и сострадание, есть не равнодушие, а именно душой чувствует человек. Поэтому, мои дорогие, я не могу сказать, кто смотрит мой прогноз, даже если какая-то прежняя история заканчивается, тут словно на пороге уже что-то другое, новое совершенно. Давайте, как же тогда изменится ваша жизнь? К чему? Еще одна карта нам говорит про перемены. Вот удивительный расклад, мои дорогие. Совсем с другими намерениями и целями я собиралась его делать. Но похоже на то, что мне нечего добавить. Тут нам полный вперед сказали, да практически с первой карты. И у каждого эти побудительные мотивы будут совершенно разными. Поэтому если есть у кого-то токсичные отношения, которые же вас не вдохновляют ни разу, или есть какая-то, ну, такая глубоко личностная рана, когда вы понимаете, ну нет, надо из этой ситуации выходить. Иначе, если я на что-то не решусь, вторую половину, может быть, это устраивает. Вот настало время ваших перемен. 20-й старший аркан. Ангел трубит о возрождении. Это именно возрождение карта. И самодостаточности, когда мы понимаем, что впереди нас ждет только хорошее. Карта избавления от боли, карта избавления от страданий. Давайте я достану вот так вот. Неожиданно пошел наш расклад. И на колоде Доринберче я достану карты, которые будут как раз... Это оракульные карты. И мы с вами зададим вопросы на оракуле. Что же? Пусть нам дадут подсказку или как знак судьбы эти карты, что происходит или в каком направлении нам нужно двигаться. Вот давайте так. Что на первом этапе будет для вас наиболее важно сделать? К чему быть готовым? Вот что нам скажут карты. Итак, достаем из оракула карт. Нам говорят нет. Ну нет, это подразумевается нет назад. Тут только полный вперед, нам об этом уже сказали. Давайте мы достанем еще одну карту. То есть на первом этапе каком-то вы не должны поступать так, как вы поступали, ну, как-то в прежнем шаблоне. Или когда вы видели что-то в одном цвете. Не когда раньше. Вот у нас заявлено было видео, и нам об этом говорят. Нет, прошлому тут нет. Тут все совершенно в каком-то новом ключе. Хорошо. Если это первый этап, то как будут развиваться события, пусть нам дадут как знак судьбы или подсказку карты. А это, знаете, это ваша уверенность. Вот ваша уверенность, она вам поможет свернуть буквально горы. По этой карте, да, очень важно, или, может быть, я бы сказала, у вас выпала такая карта, как четверка кубков. И мы сказали, что человек у нас как застрял в эмоциях, или есть какое-то разочарование. Так вот, если вы будете продолжать какую-то ту историю, которая вас и не вдохновляет, или постоянный какой-то стресс, или контакты, как я уже сказала, с токсичными людьми. Может быть, кто-то уже успел, кстати, с учетом короля мечей, побывать у психолога. Или пытаясь решить какую-то прежнюю историю, ища в себе какие-то, копаясь, да, устраивая себе самоанализ, пытаясь, ну, найти, сгладить острые углы или какие-то совместить противоположные моменты. И все равно нам говорят, вот нет, тут наступило то время, когда нет всему прошлому. Ну, я понимаю, что так рассудительны мы будем, благоразумны. Вот той именно истории, когда вы в своей душе говорите «нет, я больше не хочу». Так вот, то, что вы не хотите, оно не должно у вас продолжаться. Хорошо, и тогда что дальше? Что нам скажут карты? Оракула. Тоже нам говорит карта «думай позитивно». Или твои мысли... То, что ты думаешь сегодня, ты получишь что завтра. А то, что вы имеете сегодня, это где-то ваши мысли, которые были прежде. Вы, как маги и волшебники, кто меня смотрит, и не случайно, потому что у вас карта силы. А это как раз энергетика карты, как у мага. Поэтому для вас не сомневаться в своих силах, потому что есть и возможности, есть и с другой стороны, как я уже сказала, вот самое время что-то менять.
И, наверное, высшие силы вас поддерживают. Не сомневайтесь в себе от начала до конца. Вы стоите на пороге каких-то очень важных судьбоносных перемен в вашей жизни. Перекладывайте на себя, буду благодарна вашим откликам, мои дорогие. А также предлагаю вам перейти в описании под видео. Я оставлю ссылку на свой сайт, и вы можете либо через меню на главной странице найти ту статью, которая вам интересна, либо перейти по ссылкам, которые в описании, и почитать, например, гороскоп на май 2024 года, те, кто меня смотрит сейчас, или найти видео еще какое-то по душе на разные периоды жизни. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.